Главные новости сегодняшнего дня. Известный телеведущий и сотрудник комитета Николай Дроздов стал дедом в 12-й раз. Накануне у Николая Дроздова родился 12-й внук. Мальчик, назвали Романом. Внук Николая Дроздова оказался настоящим богатырем. Его рост составляет 57 сантиметров, а вес 4,5 килограмма. Сегодня утром известного актера Михаила Ефремова, который на данный момент отбывает срок за дорожно-транспортное происшествие, экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Обследование показало, что у пациента серьезный диагноз – язва желудка. Михаилу Ефремову придется пройти длительную реабилитацию и соблюдать строгую диету. А совсем недавно стало известно, что у Михаила Ефремова обострилось хроническое заболевание легких. Несколько дней назад Михаила Ефремова могли выпустить на свободу в связи с условно-досрочным освобождением. Однако артист нарушил правила поведения в колонии, и данное решение было отменено. Савеловский суд города Москвы и сотрудники комитета вынесли окончательный приговор в отношении блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в уклонении уплаты налогов. Это 5 лет колонии общего режима. Помимо этого, Елена Блиновская выплатит денежный штраф в размере 17 миллионов рублей и не сможет заниматься коммерческой деятельностью на протяжении 7 лет. Сотрудницы комитета, известные артистки Лариса Удовиченко и Яна Поплавская, совместно с прокуратурой Российской Федерации продолжают проверку финансовой деятельности известного общественного деятеля Сергея Собянина. Проверка дала положительные результаты. У Сергея Собянина удалось конфисковать еще 24 миллиона рублей. Как утверждают сотрудники комитета, данные финансовые средства пойдут на материальную помощь пенсионерам и ветеранам. В частности, к празднику 9 мая каждый ветеран получит по 70 тысяч рублей. Зарубежная пресса сообщает весьма неожиданные новости о известном пародисте муже Аллы Пугачевой Максиме Галкине. Зрители с большим стажем могут помнить, что еще несколько недель назад у Максима Галкина и Аллы Пугачевой произошла серьезная размолвка. Алла Борисовна и Максим Александрович до сих пор не помирились. Более того, они живут не только в разных домах, но и районах города Лимассол, страны Кипр. Причиной размолвки Галкина и Пугачевой стало серьезное заболевание, которое совсем недавно было диагностировано у Максима Александровича, а также увлечение Галкиным алкогольными напитками. Однако удивительнее всего, что несмотря на серьезное заболевание, Максим Галкин продолжает попытки устроить личную жизнь. Так, накануне вечером Максима Александровича заметили в компании известной бразильской модели 26-летней Лары Коннор. Молодая девушка является победительницей бразильского карнавала и, как стало известно, поклонницей творчества Максима Галкина. Папарацци заметили, что молодые люди уединились в гостиничном номере кипрской гостиницы, а уже на утро завтракали в летнем кафе, пили коньяк и ели мороженое. Однако предпочтения Максима Галкина оказались весьма разнообразными. 3 днями ранее известного пародиста видели в компании шотландского певца Джонни Терьера. Молодые люди загорали на пляже и делали совместные фотографии. Помимо этого, еще неделю назад Максим Галкин, находясь на гастролях в Ирландии, тесно общался с известным культуристом Яром Кубиком. Молодые люди много проводили времени в спортивном зале. Культурист показывал свои тренировки, а позже молодые люди отправились на музыкальный концерт. Ну а совсем недавно Максима Галкина заметили в Англии, в Лондоне, в одном из музеев. Известный пародист весело проводил время в компании сына известной певицы Людмилы Петрушевской Федором.
Молодые люди весело общались, а позже поехали на совместный ужин. К слову сказать, и Алла Борисовна Пугачева особо не скучает без своего супруга. Несколько дней назад Алла Борисовна запустила собственное телевизионное шоу под названием «Выйти замуж за Пугачеву». Данное шоу транслируется на израильском и кипрском телевидении. 10 участников – известные публичные личности, среди которых артисты, музыканты и спортсмены на протяжении 3 месяцев будут выполнять разные испытания и конкурсы и бороться за расположение Аллы Борисовны Пугачевой. Данное телевизионное шоу уже началось, и 2 участника конкурса уже выбыли из соревнования. Однако российская общественность до сих пор не уверена, действительно ли брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина терпит крах, или же это попытка известных личностей привлечь к себе внимание. Пресс-служба комитета сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Сотрудник организации, известный актер Виктор Сухоруков, перенес 2-й инфаркт за последние 3 месяца. Как выяснилось, Виктор Иванович Сухоруков перенес инфаркт миокарда. В этот же день артиста срочно прооперировали. Операция носит название «коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения». Состояние здоровья Виктора Сухорукова стабильно тяжелое. Ушел из жизни известный российский телеведущий и журналист Михаил Борисов. Михаилу Николаевичу было 62 года. Михаил Борисов был ведущим и редактором программ ГТРК «Владимир». Михаила Борисова похоронили на городском кладбище около могилы супруги. Продолжается расследование скандального преступления, которое несколько дней назад совершил известный актер Алексей Панин по отношению к своей дочери. Дочь Алексея Панина написала заявление в полицию на своего отца. Актера взяли под стражу и на вертолете собрались перевезти в полицейский участок. Однако полет происходил над морем. Во время полета у Алексея Панина возник конфликт с летчиком и охранником, и Алексей Панин выпал из вертолета в водоем. На протяжении 13 часов происходили поиски преступника, актера Алексея Панина. В результате его обнаружили живым, но в тяжелом состоянии в районе пляжа моря. Артисту каким-то чудом удалось зацепиться за плавающий предмет, похожий на бревно, и добраться до пляжа. Однако это событие не спасет Алексея Панина от уголовного наказания. Дочь Алексея Панина отметила, что свои преступления отец совершал по отношению к ней на протяжении целого года. Чаще всего это происходило в тот момент, когда Алексей Панин находился в состоянии алкогольного опьянения. Также нужно отметить, что Алексей Панин признан инагентом и в последнее время проживал за рубежом, то в Испании, то в Америке. Продолжается расследование преступления, совершенной известной певицей Лолитой Милявской. ЧП произошло несколько дней назад. Во время гастролей дочь Лолиты Милявской посещала бассейн фитнес-центра. Во время тренировки произошел несчастный случай, и она утонула. Когда Лолита Милявская еще не было в городе, дочь певицы доставили в центральный морг. Позже выяснилось, что у дочери Лолиты Милявской пропали украшения. Лолита Милявская, узнав об этом, посетила морг и была в неадекватном состоянии. Она лишила жизни санитара морга. К сожалению, удалось выяснить, что погибший санитар действительно похитил ценные вещи дочери Лолиты Милявской, дорогие именные украшения. Они были найдены в личном уголке погибшего санитара. Однако, как заявляет следствие, в любом случае Лолите Милявской никто не давал права из-за данного происшествия лишать жизни человека. Ведутся следственные работы. Известный певец Владимир Кузьмин получил тяжелую травму,
катаясь на снегоходе. По данным прессы, снегоход Владимира Кузьмина перевернулся. Состояние здоровья Владимира Кузьмина средне-тяжелое. Сегодня день рождения у актера Даниила Страхова. Даниилу Страхову исполняется 49 лет. Помимо этого, сегодня день памяти известного советского актера Юрия Богатырева. Юрию Богатыреву могло бы исполниться 78. Напомним, что известный актер ушел из жизни еще в далеком 1989 году. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.